Приветик, девчонки! Сегодня я хочу вам рассказать о особенностях и секретах тренировки пресса в тренажерном зале. Но я хочу сделать в этом видео акцент на том, как не потерять талию в тренажерном зале, потому что большинство девчонок очень сильно боятся этого, чтобы у них вдруг не стал супер накачанный пресс, и из-за этого они не потеряли талию. Наоборот, некоторые просто качают ее днем и ночью, делают наклоны с гантелями. В общем, сегодня я расскажу вам все особенности тренировок и секреты, как накачать пресс, но не потерять при этом талию. Ну, как вы знаете, девчонки, сжечь жир локально в каком-то определенном месте невозможно. И в большинстве случаев девчонки приходят в тренажерный зал с целью, допустим, похудеть в талии, да, и начинают качать бока. Если они думают, что они возьмут гантели в руки и будут делать наклоны, то мышцы косые пресса, они будут истончаться, жир там будет уходить, и талия будет их сужаться. Это самое большое заблуждение, самая главная ошибка и моя была когда-то, когда я делала наклоны с гантелями и не знала этого, что это расширяет талию. И, в принципе, ошибка большинства девушек. Когда мы берем гантели, неважно какой вес, конечно, если чем больше, тем хуже будет, естественно, и становимся и делаем вот такие движения, наклончики, да, и, как видите, мышцы косые пресса у нас начинают сокращаться. И когда идет такое сокращение и еще идет дополнительный вес, естественно, мышцы увеличиваются в объеме, и визуально ваша талия будет становиться шире. А в принципе хотим похудеть, а делаем совершенно все наоборот. И это упражнение отрицательно влияет на нашу талию. Следующее упражнение, тоже очень часто я его вижу, в принципе однообразное, да, не похожие наклоны, но берем, да, за голову одну руку и тоже делаем такие наклончики. Это то же самое упражнение, в принципе, но тут обычно берут и побольше вес гантель, и, в принципе, то же самое явление происходит с нашей талией, она расширяется. Следующее упражнение, которое я часто вижу, и мне просто жалко становится девчонок, которые они его выполняют, это такие наклоны косые на такой скамье. Обычно, как допустимо делать это упражнение? Просто без дополнительного веса. И то, я бы сказала, что вам не нужно так акцентировать внимание на упражнениях для косых мышц пресса. Они сами по себе уйдут, эти жировые отложения, на боковых частях нашего животика. Но обычно делают такие наклоны, да? Может, вы тоже видели, на каждую сторону делают такое упражнение. Как бы можно делать, но слишком часто, может быть, раз в 2 недели нужно делать. И то, если вам это действительно необходимо, и вы хотите какой-то там рельефчик. И то, я бы не советовала, если честно, делать. А бывает, выполняют еще пострашнее упражнения. Мне даже страшно самой его выполнять. Берут огромный блин. Чем тяжелее, тем, естественно, талия больше уйдет. И делают вот такие вот наклоны. Естественно, наш косой пресс, косые мышцы живота в шоке, и они, конечно, будут у нас тоже увеличиваться. И следующее упражнение, которое частенько можно встретить, девушки его выполняют в тренажерном зале, это тяга нижнего блока у кроссовера. Сейчас я покажу, как это выглядит и как это не нужно делать. Берем вес, чем больше все думают, тем и лучше. В общем, становимся, да, и начинаем делать опять же те же наклоны. В принципе, как вы поняли, вся суть накачки косых мышц пресса – это какие-то наклоны в стороны. Как вы поняли, все эти упражнения, особенность их – это какие-то наклоны с каким-то отягощением. И именно поэтому у нас увеличивается талия. Еще один такой момент хочу затронуть – это приседания. Да, приседания со штангой тоже могут увеличить вашу талию, но приседания с большим весом. Если мы приседаем с весом как бы собственным, немного больше, то это еще нормально. Но когда девушки начинают приседать там 100 килограмм, 200, если там уже пауэрлифтеры какие-то, то вы можете заметить по фотографиям, то у всех этих девушек нет талии. Почему так бывает? Потому что когда приседания задействуют наши мышцы пресса и мышцы позвоночника, мышцы кора, в общем, основание наше, что держит штангу, у нас напрягаются все эти мышцы, и, следовательно, талия становится шире.
Поэтому я хочу сказать, что в основном все девушки, которые берегут свою талию, хотят ее сделать уже, избегают приседаний с большим весом. В принципе, то, что я вам и советую. Мы не гонимся за огромными весами, мы не должны выступать на каких-то соревнованиях пауэрлифтеров. Нам это, в принципе, не нужно. Мы просто делаем красивое тело. А если мы хотим сохранить нашу талию, давайте избегать этих упражнений. Еще такое распространенное упражнение у кроссовера – это тяга верхнего блока с таким скручиванием. Это выглядит примерно вот так. Тоже берут огромный вес и тянут. Тянут, мечтают, что у них талия похудеет, будет 60 сантиметров и так далее. Уйдет жир оттуда. Конечно, все это неправда. Талия опять будет увеличиваться. Так что, девчонки, я вас очень-очень прошу эти упражнения забыть. И я думаю, вы запомните их и будете видеть, если кто-то делает это упражнение в зале, то все, пока талия. В принципе, все, что я хотела вам сказать. И самое главное, работайте над собой, тогда у вас все получится. Всем удачи, пока!